В комментариях мне пишут, и уже не один раз, о том, что вот эти все болезни, которые атакуют наш сад, они не просто так. Их создают специально, создают в специальных лабораториях. С одной единственной целью, чтобы производители защитных препаратов получали колоссальные прибыли. Не будем спорить, не будем ругаться. Давайте сегодня попытаемся понять, откуда берутся вообще болезни наших растений. Потому что если этого не понимать, то дальнейший разговор просто бессмысленен. Дело в том, что любой гриб, любая бактерия – это живой организм. Живой организм, который живет вот в этом же мире, в котором живем и мы с вами. И как любой живой организм, он постоянно меняется, он эволюционирует. И вот эти эволюционные изменения происходят не скачком как-то там раз в 100 лет. Они происходят постоянно, буквально каждое мгновение, каждую секунду. Природа постоянно все меняет. Вот эти миллионы спор, миллионы клеток, они вступают во взаимодействие друг с другом, и появляются новые формы. Так устроена природа, так устроен процесс эволюции. И, кстати сказать, мы, как садоводы, тоже принимаем участие в этом процессе эволюции вот этих, как для нас, болезнетворных всяких живых организмов. Таким образом, мы обрабатываем свой сад всевозможными препаратами, пытаясь уничтожить вот эти болезнетворные организмы. Но на самом деле у них происходит приспособление вот ко всему этому. Они становятся менее восприимчивые. И появляются новые формы, может быть, даже более агрессивные, чем были. На мой взгляд, существует 3 причины, почему болезней становится больше. Первая причина – это, конечно, изменение климата. Не знаю, будет ли со мной кто-то в этом плане спорить, но тем не менее. Теплые зимы, влажная весна как раз создают идеальные условия для распространения грибковых заболеваний. Второй момент – это глобализация. Да, вот так вот, как это ни странно звучит. Дело в том, что сейчас семена, черенки, растения путешествуют по всему миру буквально за один день. И точно так же вместе с ними быстро распространяются по миру всевозможные грибковые заболевания. Не только грибковые, всякие заболевания и насекомые-вредители. Классический пример – самшитовая огневка. Насекомое-вредитель, которые завезли из Китая в Россию, когда готовили Олимпиаду там в свое время. И буквально за год, за два она не то что по России распространилась, она распространилась фактически на всю Европу. И третий важный момент, конечно, это то, что мы стали в своих садах все чаще выращивать всевозможные экзотические растения, которые совершенно не свойственны нашему региону, нашему климату. Да, мы за ними ухаживаем, мы их там утепляем, проводим агротехнические мероприятия всякие, чтобы они выжили. Но на самом деле все равно вот эти растения, которые не свойственны нашему региону, конечно, они более уязвимы для всевозможных заболеваний, если мы про заболевания говорим. Поэтому увеличение количества болезней, я думаю, это не работа каких-то специальных лабораторий, это просто ускорившийся мир. В фитопатологии есть такой термин, называется треугольник болезни. Что это означает? Это означает, что должно совпасть 3 важных фактора для того, чтобы растение заболело. Первый – это, конечно, возбудитель заболевания. Я говорил, что вот эти споры, бактерии, все это живет вокруг нас. Оно жило, живет и будет жить. Я даже снимал когда-то об этом видео, называется оно «Почему нам не победить фитофтору», где подробно рассказывал о том, что вы можете регулярно обрабатывать свой сад, проводить искореняющие обработки, вы можете сжечь вообще полностью свой участок, но фитофтора была, есть и будет. Второй важный фактор – это, конечно, состояние самого растения. Ослабленные растения более подвержены риску заболеваний. И переносить болезнь будут гораздо хуже, гораздо сложнее. Любой стресс, который переносит ваше растение, ослабляет его. Какой стресс может быть? Это может быть сильный мороз, это может быть засуха, это может быть затопление корневой системы, наоборот, нехватка питательных веществ, неправильная ваша агротехника, неправильно подобранный сорт. В общем, факторов может быть много. И вот такое растение, которое перенесло сильный стресс, оно ослаблено. Болеть оно будет сильнее. Это доказано. И третий важный фактор – это, конечно, подходящие условия для развития болезни. Как я говорил, современный климат как раз создает эти подходящие условия для болезни растений. Опытные садоводы прекрасно знают, что если лето сухое и жаркое, то вероятность возникновения фитофторы гораздо ниже. Это не значит, что ее не будет, но заболеваемость фитофторой будет ниже. И знают, что если, например, во время цветения абрикоса сыро, то
скорее всего, вы будете с манилиозом, и у вас не будет урожая. Поэтому вот эти участившиеся заболевания – это не действие каких-то лабораторий специальных. Это просто совпадение вот этих трех важных факторов. Возбудитель, уязвимое растение и благоприятные условия. Ну и, наконец, вот этот важный тезис о том, что болезни создают искусственно, специально для того, чтобы производители защитных препаратов зарабатывали на этом хорошие деньги. Ну, аграрный сектор работает немножко не так. Аграрный сектор, наоборот, нацелен на получение стабильного, качественного урожая. Если нападет на урожай какая-то эпидемия, то на этом проиграют все. Проиграют производители семян, фермеры, обработка, которая потом этот урожай обрабатывает, производит из него какие-то другие продукты. Логистика проиграют, страховые компании потеряют, рынок потеряет весь полностью, рынок начнет разрушаться. Поэтому, естественно, экономический сектор настроен на то, чтобы получать стабильный, качественный урожай. И они вкладывают деньги именно в создание новых устойчивых сортов и в создание вот этих самых препаратов защиты. Дело в том, что если взглянуть на историю, то всегда сначала возникала проблема, возникала болезнь какая-то, если мы про болезни говорим, и уже под нее разрабатывались специально меры защиты. Ну, возьмем очень давнюю историю, середина 19 века. В Ирландии от фитофторы, той же самой, очередной раз вспомню фитофтору, погиб весь урожай картофеля. И там, по-моему, 3 или 4 года был большой голод. Погибли огромное количество людей. Ну, понятно, что никаких биолабораторий тогда еще не было, которые создавали специальные болезни. Или вот, скажем, вот эта самая знаменитая бордоская жидкость в конце 19 века, там, во второй половине 19 века была создана как средство для борьбы с мильдью. Да? Знаете такую болезнь на винограднике? Сначала возникла болезнь, а потом уже придумали способы борьбы с ней. Повторюсь, в 19 веке, ну уж точно, никаких лабораторий специальных не было. То же самое происходит, я думаю, и сейчас. Под воздействием всех вот этих факторов, которые я вам сегодня рассказал, болезни быстро распространяются, возникают новые какие-то комбинации, новые штаммы, новые формы, новые варианты этих болезней. И нам кажется, что все пропало. Ну, посмотрим, пропало или не пропало. Время покажет. Я думаю, что промышленность, которая выпускает средства защиты, справится с этой проблемой. Тут можно спорить, хорошо это или плохо. Кто-то сторонник этих синтетических химических препаратов, кто-то биологических. Это все можно обсуждать и все это можно спорить. Но для того, чтобы говорить о том, что болезни создаются специально, нужно обладать какими-то доказательствами, какими-то аргументами. Потому что иначе все это превращается просто в какие-то конспирологические теории. Я прекрасно понимаю, что когда проблем становится много, когда они повторяются из года в год, всегда возникает желание найти этому какое-то такое вот интересное объяснение, необычное объяснение, найти виноватого желательно. Но я почему-то думаю, что все на самом деле, как это часто бывает, все гораздо проще. В нашем саду все гораздо проще. Вот эта совокупность факторов, про которые я вам сегодня рассказал. Неблагоприятный климат, ну неблагоприятный с точки зрения развития заболеваний, растения, которые быстро перемещаются по миру, какие-то новые формы заболеваний, которые постоянно мутируют, эволюционируют, изменяются и атакуют наши растения. Ну и, собственно говоря, мы сами, которые порой создаем, ну как специально, неблагоприятные условия для наших растений и, наоборот, благоприятные для развития заболеваний. Можно на эту тему спорить, можно это обсуждать, искать виноватого, но я считаю, что гораздо более продуктивно это попытаться разобраться, что такое ваш сад как система, что это не просто какое-то одинокое вот дерево, само по себе растущее, или куст, а что это целая система. И это дерево или этот куст окружает множество других живых организмов, в том числе и, как мы считаем, болезнетворных каких-то. И вот когда вы начнете это понимать, ну, вполне возможно, что исправляться с этими проблемами будет проще. Ну вот, это я как-то уже так в философию немножко ушел. У меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся.